Можно поместить корни орхидеи в любую емкость. Только чтобы все корни помещались, я обычно вам показываю в кухне, как это делаю. Но корни этой орхидеи поместились в прозрачную емкость, и вам будет понятно, как быстро веломин пропускает в себя воду. Смотрите, сначала корень серебристый, как только на него попадает вода, он становится ярко-зеленым. Вы мне сейчас можете сказать: смотрите, они все корни стали зеленые, только новые, да, только новые молодые корни становятся зелеными, потому что они молодые. А эти корни уже очень-очень старые. Почему я так спокойно говорю об этих гнилых корнях? Я не раз вам рассказывала о том, сколько лет живет корень. И будет он расти в горшке, или будет он сверху горшка воздушным, у него есть свое время жизни. Вот эти корни, им просто более 3 лет, и они обязаны были погибнуть. Добрый день, друзья! Сегодня пересадка орхидеи Амба. Я вам рассказывала об этих орхидеях. У меня их 2. Одна крупнее, другая мельче. И была большая проблема с этими 2 орхидеями. У них были красные листья. Я обрабатывала их фундазолом. И обе орхидеи выжили. Начали наращивать новые корни, и вот одну из них я сейчас буду пересаживать. Я вам и цветение этих орхидей показывала, они обе цвели, они очень активно растили корни после пересадки, но в какой-то момент листья покраснели, и я забеспокоилась. Это такие красивые орхидеи, их цветение просто завораживает. Огромный цветонос с большим количеством очень крупных бархатных цветов, и губа красивая, и лепестки красивые. Ну, просто глаз не оторвать. И потерять обе такие орхидеи мне было просто... Мне говорят: ой, я не буду обрабатывать фундазолом, потому что я лучше орхидею выброшу. Я не выбрасываю орхидеи, и очень много читала и рассказывала даже про фундазол. Не такой это страшный препарат, как вы думаете. Есть гербициды значительно страшнее, чем фундазол. А то, что находится в продуктах питания, если вы не знаете об этом, то это еще страшнее. А в таблетках, ну, в общем, фундазол – это наименьшее из зол, которое мы применяем 1 или 2 максимум раза. Если вы боитесь, наденьте маску защитную. Но это единственный препарат, который спасает вот от фиолетовых этих красных листьев и вообще от многих грибковых заболеваний. И единственный препарат в мире, который борется с фузариозом. А вообще, когда идете в магазин, внимательно читайте, что на продуктах питания написано. Давайте сделаем пересадку. Я вам еще хотела рассказать вот про эти горшки немножко. Горшок двойной. Горшки бывают разные. Бывает, вот, смотрите, ровный горшок. Это горшок Арте. Но бывают не только горшки Арте, разные бывают горшки. Вот тоже абсолютно плоский горшок. Видно, что внутри нет никакой выемки. Вот точно такой же горшок стоит. А вот горшок с выемкой. То есть внутри будет такой уступ. И смотрите, что происходит в момент роста орхидеи в таком горшке. Но приходится иногда сажать, не всегда вот такие горшки большие есть в наличии. Смотрите, вот по этому уступу все корни вот так складываются и закручиваются. Вот они, все вверху. Вниз ничего не прорастает. И это очень обидно, потому что нам-то всем хочется, чтобы корни росли внутрь горшка. Так вот в таких ровных горшках они растут вниз. А вот здесь они скручиваются на этом уступе. Мне это тоже не нравится.
Ну, иногда приходится сажать такие горшки. Вот смотрите, что из этого получается. Ну, то, что корни за 4 года в горшке приходят в негодность, это все понятно. А новые-то корни, вот они, скручены. Почему я так спокойно говорю об этих гнилых корнях? Я не раз вам рассказывала, и есть видео о том, сколько лет живет корень. И будет он расти в горшке, или будет он сверху горшка воздушным, у него есть свое время жизни. Ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И еще постараемся собрать или в плейлист видео об орхидеях Абба, или же тоже буду оставлять ссылки в правом верхнем углу экрана, где я их обе показывала обработку, показывала, что с ними стало после обработки, как они себя повели. Так что вот эти корни, им просто более 3 лет, и они обязаны были погибнуть. Почему они такие вот, кажется, влажные и гнилые? Ну, влажные, потому что я их поливала. Сейчас специально вот отрежу один корень, он еще не такой страшный. И разберу вам его. Вот это верхняя часть корня, а это внутренняя часть корня. Когда внутренняя часть корня тоже почернела и стала ломкой, вот такая, все. Этот корень не рабочий, он не работает. Корень умер. И это естественно для орхидеи. Она каждый год меняет старые корни на новые. Так устроена орхидея. У нее все время идет замена листьев, корней. Это все для орхидеи жизненные процессы. Поэтому отрезаем старые корни. Они не нужны. Отрезаем старые цветоносы. Сейчас покажу вам старые цветоносы. Вот старый цветонос. Вот он. Вот старый цветонос. Вот еще один цветонос. Орхидея цвела. В посадке цветонос не нужен, потому что цветонос будет разлагаться, а это всегда корм для подор, то есть разлагающаяся органика, ей питаются подоры. Сейчас посмотрим, есть ли подоры. Должны быть даже в керамзите, просто не такое большое количество, как в коре, но они все равно есть. Вот даже не вижу. Они всегда стараются спрятать. Вот пробежала подура, вот они есть. Ой, ну все, убежала. Есть. Конечно, есть, но не такое большое количество, как в коре. В коре больше разлагающейся органики, потому они там живут. Сама кора является разлагающимся. Сама кора является питанием для подор. Но напрямую орхидеи, они не вредят. Они ее не кусают, не едят, ничего с орхидеей не делают. Поэтому паниковать, когда вы видите сереньких, маленьких, беленьких, светленьких, прыгающих маленьких подур, не нужно. Пусть себе живут. Это симбиоз называется. Так, ну и что делать с такими вот корнями? Конечно, все вот эти сухие обрезаем, не дорезая до живой ткани. Вот этот розовый корень я тоже отрежу, потому что розовый корень – это признак фузариоза. Конечно, в случае орхидеи Аббы это может быть пигментация. Но так как я обрабатывала эту орхидею фундазолом, то я сомневаюсь, что это может быть пигментация. Корень отрезала. А вот теперь для того, чтобы поместить в новый горшок и посмотреть, какие корни оставить, какие отрезать, нужно поместить орхидею
в достаточное количество воды, чтобы вот эти сухие корни напились. И тогда будет очень хорошо различить, какой корень живой, какой погибнет очень скоро, а какой будет жить, продолжать питать орхидею, снабжать ее не только влагой, но и питательными веществами и продолжить жизнь вместе с ней. Я сейчас помещу эту орхидею в воду. Когда корни наполнятся водой, мы нанесем наименьший ущерб орхидеи, разнимая эти корни. Мы их тогда не сломаем. Можно поместить корни орхидеи в любую емкость. Только чтобы все корни помещались, я обычно вам показываю в кухне, как это делаю. Но корни этой орхидеи поместились в прозрачную емкость, и вам будет понятно, как быстро веломин пропускает в себя воду. Смотрите, сначала корень серебристый, как только на него попадает вода, он становится ярко-зеленым. Воду наливаю чуть ниже основания зеленой части. И можно помочь орхидее все корни погрузить в воду. Ну, даже если какой-то из корней в воду не попадает, в этом нет ничего страшного. Вы мне сейчас можете сказать: смотрите, они все корни стали зеленые. Только новые, да, только новые молодые корни становятся зелеными, потому что они молодые. А эти корни уже очень-очень старые, и они коричневые, и явно были больными. Поэтому я и сказала, что после того, как орхидея хорошо напьется водой, буду разбираться, какие корни живые, какие уже нет, что нужно полностью отрезать, что просто до живой ткани обрезать. После того, как корни впитают в себя влагу, будем разбираться, что дальше делать с корнями орхидеи и сажать ее. Орхидея провела в воде 2 часа. Давайте я вам покажу, как теперь легко отделяются корни друг от друга. Конечно, они сильно переплелись, сильно срослись, но все будет значительно легче и проще. Вот видите, как легко разобрать корни этой орхидеи. А были они свиты и сложены в кольцо в самом верху горшка. Вот видите, какие длинные корни получились. А кольцо лежало в самом-самом верху. Так. Это молодые корни, растущие. Вот они, большие. Так. Теперь рассматриваем каждый длинный корень. У основания корень сухой, коричневый, а внизу есть
зеленые побеги, но растущих я не вижу побегов. Следующий корень. То же самое. Мне этот корень совсем не нравится. Вот так орхидея сворачивает эти корни. А в конечном итоге эти все корни, кажущиеся длинными и красивыми, очень старые. Да, есть тут небольшие зеленые части, и они немного растущие, но вот эта верхняя часть, она очень-очень скоро погибнет, и погибнут все остальные корни. Вот сажать с такими длинными, бесполезными для орхидеи корнями я не буду. Я оставлю ей вот эти молодые корни. А вот эти все длинные, старые отрежу. Сёма. Сёма решил посмотреть. Ой, аккуратно. Не толкайся. Сейчас очень кардинально поступлю с корнями. Много отрежу. И посажу только с молодыми растущими. Зная, как растут корни у этой орхидеи, она очень быстро восполнит этот пробел и вырастет новые здоровые корни. Вот эти все я отрежу. Вот такое небольшое количество корней оставляю орхидеи. Почему я так поступаю? Смотрите, вот под этим листом вот они, корни растут. И если сейчас убрать этот лист, а это можно сделать, вот эти корни сразу начнут расти. Видите, упирается в лист и прорвать лист не может. Смотрите, сейчас сколько я вам покажу. Сразу 3 корня будет новых. Сразу 3 новых корня. Орхидея очень быстро и активно растит их в грунте. Даже вот здесь под следующим листом вот они пробиваются корешки. Вот эти бугорки, это она пробьет новые корни. И если ее сейчас активно удобрять азотом, тем более что весна на улице, все начинает расти. И орхидеи тоже это чувствуют. Корней будет много. Я в этом даже не сомневаюсь. А еще вы сейчас будете очень удивлены. Я возьму большой горшок, посажу в большой горшок. Вот это минимальное количество корней. И все по той же причине. Орхидея очень активная и быстро наращивает корни, в отличие от других фаленопсисов. Я когда приобрела эти 2 орхидеи, я была удивлена. Она так быстро, так активно наращивала корни. И у одной, и у второй очень-очень много молодых корней. И они растут, вот такие они растут, толстые, огромные. Так что я надеюсь, что очень быстро орхидея восполнит недостаток корней.
Но, к сожалению, горшок точно такой же, как я вам показывала. Вот этот выступ, где орхидеи любят складывать по кругу свои корни. Ну, какое-то количество я корней опущу, даже все стараюсь опустить ниже этого выступа. Посажу чуть глубже. Вот эти маленькие листья орхидея быстро сбросит, потому что она начала себя возрождать с нуля. Сначала маленькие листья, потом больше, сейчас еще больше. И следующий растет лист. Я думаю, что он будет совсем уже большой, как у взрослой орхидеи. Все, досыпаю корой с керамзитом. Если вы посмотрите старые видео о орхидее Адда, вы увидите, что вот эта орхидея выросла за зиму. Вы представляете, как она начнет расти весной и летом? И кажется, что этот горшок для нее немного большой, но предыдущий был 2, по-моему, 6 литра, а этот 3,3 литра. Просто на видео это смотрится, как будто это огромный горшок. Нет, он не огромный. Но для того, чтобы орхидея активно росла, я сейчас буду ее удобрять. Я ее буду поливать удобрениями с одинаковым количеством азота, фосфора и калия, чтобы у нее была возможность строить и зеленую массу, и корни. Ну, конечно, цвести ей рано, но если она следующей зимой зацветет. Но зацветали они не зимой, зацветали они с зимы на весну всегда. Как-то вот обе орхидеи цвели весной, а зимой формировали цветоносы. Вот и вся посадка. Все очень просто. И, конечно же, поливать в следующий раз орхидею я буду тогда, когда корни у нее просохнут. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.